Привет! Ты на канале Мира Ашер. Здесь мы вяжем и шьем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем вязать вот такую кофту-сетку. Посмотри, как она выглядит со спинки. Правда идеально? Кстати, эта сетка связаны точно по такой технологии, хотя выглядят абсолютно по-разному. У меня есть к тебе одна просьба. Если ты вяжешь по моим мастер-классам, отмечай меня в Инстаграм. Мне очень интересно, какие цвета ты выбираешь, что у тебя получается, ну и вообще кто ты. Я бы с радостью познакомилась. Ну что, погнали! Что нам понадобится? Крючок 12 мм и пряжа. Вы можете купить такую пряжу, как у меня, а можете выбрать любую другую пряжу. Это абсолютно не важно. Главное сочетать разные текстуры. Видите, у меня здесь блестки. Эта пряжа такая травка пушистая. Эта пряжа, она такая, как мохер, она прям пушится, мягкая, но из нее не лезут волоски. В общем, она приятная. И это такая более обычная пряжа, но она, видите, тоже такая глянцевая, мне понравилась. Вот так вот получается ряд блесток, потом я назову это мохером, но это не мохер, обычная пряжа и травка. И это дает вот такой вот красивый контраст. То есть не обязательно то же самое, просто смотрите по цвету, чтобы было сочетание, либо наоборот контрасты, как вам нравится. И берете разные текстуры. И все это дело сочетаете. В общем, с этим, я думаю, разобрались. Давайте начинаем. Смотрите, сейчас первые два ряда, которые мы будем вязать, они будут не очень удобно вязаться, потому что вот это без накидов идет, просто такие два плотных ряда, чтобы горловина была. Потом уже дальше будет очень легко, поэтому если вначале вам покажется сложным то, что я объясняю, вам нужно будет чуть-чуть подождать, и потом будет просто невероятно легко вот всю эту часть делать. Также вот здесь вот у меня набрано 33 петли. И получается вот такая ширина, которую вы видели на видео в начале. Я размера ML, что-то между этого. Если вы XS либо S, я вам советую набирать не 33 петли, как у меня. Советую набирать 27 петель плюс 28 петля подъема. Тогда у вас будет сидеть так же, как на мне сидит вот это вот. Если же вы размера ML, то смело можете повторять за мной. Даже я вяжу себе иногда 27 петель, и на мне тоже хорошо это сидит, просто более приталено. Имейте в виду, 33 петли и петля подъема, как здесь, либо, если вы меньше меня, 27 петель и петля подъема. Все остальное у нас будет идти одинаково. Начинаем! Берем крючок, берем пряжу, делаем узелок обычный. Вот обмотали, просунули, вот наш узел. Обычный узел. Засовываем в него крючок и делаем 33 петли. Ну, если у вас их 33, как у меня. Как делаем? Просто берем, вот так вот подхватываем и вытаскиваем через эту петельку. Это один. То есть смотрите еще раз, то, что вы одели изначально на крючок, вот этот узел, это не первая петля, это 0. В любом вязании, в этом, в каком-то другом, это 0, это не считается. Вот вы просунули. И вот это первая петля. 1, 2, 3, 4. И просто так просовывайте 33 раза. Если вдруг вы вяжете первый раз и переживаете, что а как же там вот одна петля у меня будет вот такая узенькая, а вторая вот такая широкая, как это все ровно сделать, вы плюс-минус вяжете одинаково. То есть у вас ваша есть плотность вязания какая-то стандартная, и вы набираете, как набираете, у вас будет все одинаково. То есть насчет этого не переживайте. Так, сколько я там провязала? 1, 2, 3, 4, 5. Если запутались, тоже вот по колечкам считаете. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это пятое. То есть то, что на крючке, это не пятая и не шестая. Это не считается. Считаются именно вот эти детали. 5, 6, 7. Делаем 33 и встретимся на 33. Хорошо? 33. Хочу еще сказать, вы их туго не вяжите, потому что первые два ряда, они идут очень плотные. Если вы их туго будете вязать, потом будет контраст, что у вас будет вот такая вот узенькая маленькая полоска и вот такая потом кофта широченная. То есть их вяжите слабо. В общем, 33 мы набрали. Дальше делаем одну петлю подъема. Петля подъема — это как бы стеночка, с которой мы начинаем разворачиваться в обратную сторону, потому что вязание вяжется вот так, вот так, вот так, вот так. То есть, чтобы развернуться, мы делаем одну петлю подъема. Это наша разворотная петля. Вот мы ее и сделали, да? Теперь смотрите, эта петля вылезает как бы из этого кружочка, да?
А вот у нас следующий есть кружочек, из которого не вылезает у нас петля. Я думаю, видно. Мы в этот следующий кружочек просовываем крючок, подхватываем вот эту ниточку, вытаскиваем. Ой, берем опять нитку и вытаскиваем через 2. Если вы сейчас ничего не поняли, это не страшно. Дальше сейчас вот этот один ряд и второй потом ряд будет вот именно такого вязания. Дальше будет уже иначе, а вот сейчас 2 ряда такого. Если вы вдруг вязали сумки по моим мастер-классам, то вот это то же самое, как вы делали сумки сейчас. Просовываем, подхватываем через 2. Следующую просовываем, вытаскиваем через 2. Просовываем, вытаскиваем через 2. Так мы делаем до конца этого ряда. Там вместе с вами развернемся и провяжем потом еще один ряд также, и все. И дальше уже начнется наша сетка. Смотрите, какие бывают еще моменты. Вот видите, идут широкие колечки, а иногда оно вот так стягивается, и какая-то тут такая маленькая штучка, и ты не понимаешь, то ли это колечко, то ли не колечко. Это колечко. Его надо растянуть, просто из-за того, что мы тут вяжем, оно немножко стягивается, видите, все в одну сторону. Вы его просто растягиваете и провязываете. То есть ничего другого, кроме колечек, здесь нет. И если у вас в каком-то моменте есть сомнения, то это колечко. Но также можете считать, у вас должно быть ровно 33 раза таких получиться. Поэтому если у вас к концу получилось больше либо меньше, а если вы набирали 27 петель и одну петлю подъема, то у вас 27 таких раз должно получиться. Так, сейчас давайте до конца. Так, вот у нас осталось последние 2. И вот последняя. Вот вы провязали. Вы делаете еще одну петлю, это петля подъема, для того, чтобы мы развернулись в обратную сторону. Разворачиваете ваше вязание. Так, вот вы сделали петлю подъема. И дальше вы видите, у вас верхушечки будут вот такие вот двойные петельки. Вот они, двойные петельки идут. Вы находите вот здесь вот с краю первую вот эту двойную петельку, вот она сверху. Вот у вас как бы стеночка такая идет, и потом сразу дырочка, куда можно засунуть. Засовываете. И также провязываете, как вы и вязали дальше. Вот вы провязали. Следующее, вот у вас дырочка, кружочек, а над ней двойные петельки. Засовываете. Если вдруг вы как-то так вяжете, что у вас не видно, что это за двойные петельки или еще что-то, вы можете просто засовывать, значит, в эти дырочки. Просто у вас чуть плотнее будет верх, но ничего страшного, потому что дальше у нас все вязание будет уже идти легко и по-другому. Вот дальше. По сути даже, ну, здесь вообще без разницы. Если я засовываю верхние дырочки, у меня оно чуть шире просто получается. Если бы я засовывала вот в эту дырочку, у меня бы оно было просто чуть уже, а суть не меняется. Все, вяжем до конца. Вот в конце хочу показать. Тоже здесь, видите, такая штучка, но вы ее расправляете, да, и это тоже ряд. То есть не забывайте, если вы боитесь ошибиться где-то, лучше считайте. Всегда у вас должно получаться 33, если вы, как я, вяжете. И в конце всегда вы делаете, ну, подъем столбики. Смотрите, вот мы провязали, да? Теперь начинается наше основное вязание, то, как мы будем вязать всю кофту. Мы делали один столбик подъема до этого. Теперь мы с каждого бока будем делать 2 столбика подъема. Это 1 и 2. Сделали. Развернули. И теперь смотрите, как мы вяжем всю остальную кофту. На крючок мы накидываем петлю. И вяжем так же, как и вязали. Просовываем вот в нашу первую дырочку, самую первую от нашего края. Вот она дырочка. Вытаскиваем, так же, как мы и делали. Но теперь мы провязываем, смотрите, сначала 2 первых и потом 2 вторых. Заново смотреть сейчас не надо, я буду делать то же самое. Все. Вот делаем накид. Следующую, да, вот такие двойные просунули.
Это последний третий ряд, когда еще неудобно вязать. Дальше будет прям вообще удобно, это точно. Дальше. Накид. Раз. Раз. Я мизинцем тут зацепляю, мне удобнее, она натягивается, и так удобней. Накид. Под 2. Раз. Раз. Накид. Под 2. Раз. Раз. Все, давайте провязываем до конца. Я думаю, вы поняли. Просто накид в дырочку, вытащили. Первые 2, вторые 2. Накид в дырочку, вытащили. Первые 2, вторые 2. Смотрите, я провязала. Петли подъема я никакие еще не делала, просто довязала ряд. Дальше я добавляю следующий цвет. У меня идет после этой мягкая такая пряжа, которую я называю мохер, но она не мохер. Я ее вяжу в 2 ниточки. Вот видите, она такая пушистенькая. Значит, мы отрезаем эту ниточку и их связываем. Связываем нормально, чтобы у нас петля вот эта на нитке осталась размера такого, как мы до этого вязали, плюс-минус. То есть не очень сильно ее натягиваем и не делаем какой-то свободный такой, да, супер. Эти ниточки мы потом с вами уберем. Дальше завязали, смотрите. Берем эту нитку. Делаем 2 петли подъема ей уже. Раз. 2. Разворачиваем вязание. И теперь уже у нас четко видны вот большие такие квадратики. Все. Теперь нам не нужно гадать, куда что просунуть. Мы берем, делаем накид сюда. И вот у нас первый квадрат большой. Первый квадрат, вот он. Мы в него раз, вытаскиваем. 2 первых, 2 вторых. Накид в квадрат. Вот он, видите, большой квадрат. Раз, вытаскиваем. 2 первых, 2 вторых. Накид, квадрат. И все. И вот этой техникой мы вяжем с вами ту длину, которую хотим. Меняем цвета там, где хотим. Вот они, видите, большие квадраты, да, идут. Вот они. Вот, 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 вот. Накид, квадрат, вытащили. Раз, раз. Не стягиваем ничего, обычно вяжем. Видите, у меня вообще все расслаблено. Она потом вытянется, не надо ничего туго делать. Ну, если хотите, конечно. Давайте довяжем до конца ряда. Я еще раз разверну. Вместе там развернем, поднимемся. И все. Самое главное, на что хочу обратить ваше внимание, чтобы вы внимательно провязывали начало и конец, не пропуская квадратики и не добавляя квадратики, потому что нечаянно можно начать расширять изделие, либо сужать наоборот. Итак, это предпоследнее. И вот накид. И вот у нас последний квадратик. Вот он есть. То есть стеночка это просто ровный ряд должен у нас идти. А квадратик последний, вот он. И также сейчас мы развернем, спереди сделаем. 2 петли подъема. Все, теперь, когда большие дырочки, у нас 2 петли подъема. Разворачиваем. 1 петля подъема была только тогда, когда мы вот здесь провязывали, не делая вот такой накид. А с накидом, так как мы 2 раза теперь вяжем, значит и первая должна быть 2. Делаем накид. И вот наш квадратик первый, вот он. То есть стеночка это просто ровный ряд. Ну, ее никак не надо расширять. Тут вот логичный первый квадрат. Мы в него провязываем. И вяжем дальше столько, сколько хотим. Все. Теперь смотрите. В общем, сейчас цифрами я отметила, сколько рядов я провязывала каждым цветом. Небольшая вставка. Мы с вами вместе довязали вот до этого момента, до блесток. Сшили бок и потом сделали рукава. Когда я это померила, я поняла, что мне коротковато и решила довязать дальше. Что важно, когда я буду удлинять кофту, я начну ее сужать к низу. Поэтому можете оставить, даже если она вам сейчас короткая, так же, как и мне.
и потом вместе со мной ее удлинить, так как мы ее сузим. Вот. А вообще в идеале досмотрите это видео с начала до конца, поймете, что к чему, и когда начнете вязать, уже будете заранее все знать. Смотрите, вам нужно довязать вот эту деталь, которую вы вяжете. Я сейчас ее провяжу аналогично этой. И связать потом вторую точно такую же. То есть у вас должно получиться две детали. Одна деталь переда и вторая деталь зада. Они одинаковые. Провязываем эти две детали, встречаемся, я вам покажу, как их сшить. И потом вывязываем рукава. Значит, мы связали одну часть и вторую часть. Теперь нам нужно выбрать, какая у нас сторона будет перед, какая изнанка. Я ориентируюсь просто по верхушечкам больше, какие мне нравятся. Вот это у меня будет перед. И вот это перед. Я складываю лицо к лицу. Вот видите, они как бы в середине оказываются. Дальше мы будем сшивать сейчас вверх. Это то, что у нас будет лежать на плечах. Если у вас вот эта вот вся достаточной длины, то вы ее выравниваете, да, по краю и сшиваете вот здесь вот. И меряете на себя каждый раз и смотрите, достаточно у вас здесь дырочка, либо надо еще сшить, либо надо совсем чуть-чуть шить, да, то есть просто примерками уже выбираете достаточную горловину. Бывает, что вы набираете мало петель, и вот этой проймы вообще недостаточно, либо вы хотите, чтобы у вас с плечей спадало. Тогда я беру вот, где у меня заканчивается верхушка и начинается уже бок, и сшиваю несколько рядов бока, но не очень много, а чуть-чуть. То есть их тоже можно захватить, но немного. Но в основном, в большей части, я сшиваю именно вот эту вот часть, вот здесь и вот здесь. Главное, считайте, чтобы одинаковое количество было. Либо тут шейте, сложите, посмотрите, что одинаковый промежуток, либо по рисунку как-то считайте вот по дырочкам. 1, 2, 3, 4, 5 дырочек тут, 5 тут, 5 тут, 5 тут. Как сшиваем? У меня есть иголка пластиковая, это очень нужная вещь, чтобы вы не шили вообще всегда. Я сшиваю ей. Нитку беру такого же цвета, как у меня была верхушка. Ну, вы можете в обычную нитку засунуть, если у вас никакой нет, можете крючком продевать, вытаскивать, ну, на крайний случай пальцами, в общем, там вариантов масса. Берем вверх. Вот мы взяли 2 верха. Взяли 2 верха и связываем их здесь ниточкой. Хорошо связываем, чтобы она у нас потом не развязалась. Все, и просто одну на одну накладываем, выравниваем по рисунку, вот по всем нашим тут дырочкам и тут дырочкам, чтобы они совпали. Там тут первая дырка, там первая, тут вторая, там вторая. И просто верхушку вот так прошиваем, и лучше делаем еще узелок каждый раз, чтобы если вдруг что, она у нас вся не распускалась. Ну и все, немножко сшили с этой стороны, немножко сшили с той стороны, одели на себя, посмотрели в зеркало и решили, надо вам еще сшить, либо уже все хорошо, оставляете как есть. И главное, смотрите, чтобы рисунок сходился с этой стороны, чтобы все вы делали одинаково. И когда поняли, допустим, что все, вам такое расстояние хватит, да, к примеру, вы, ну, несколько узлов провязываете в одну дырочку, чтобы крепко все это завязать. Ниточку потом вы, допустим, обрезаете и просто вот так вот проводите, да, вдоль всего этого и обрезаете. У вас, получается, нитка будет вот тут вот спрятана. Но сейчас я не буду это делать, потому что я еще буду плечи довязывать. Еще, наверное, вот ряд. Я просто уже на глаз вижу, сколько мне надо, потому что я вязала эти кофты. У меня где-то получается по 4 петли с каждой стороны. Ну вот по 4 вот этих наших кружочка с одной стороны и со второй. Ну все, делаем с этой стороны и меряем. И потом покажу, как делать дальше что. Итак, вы померили. У меня все достаточно связано. Когда будете мерить, вам нужно также посмотреть, где вы будете связывать подмышкой. Потому что нам надо связать вот эту вот часть, точно так же, как вот эту. А здесь останется дырочка. Отсюда мы начнем вывязывать наш рукав. А здесь, что удобно, тут можно по рисунку смотреть. Вот я сейчас мерила и соединила место. Вот видите, у меня заканчивается пушистое, начинается темное. И вот в конце пушистой, и тут в конце пушистой я соединила. И получилось, что если вот это я все свяжу, то вот эта дырочка мне отлично для рукава остается. Что тут нужно учесть?
чем шире вы оставляете дырку, тем шире у вас будет рукав. То есть, если вы хотите узкий рукав, вам нужна дырка, ну, вот прям, чтобы рука пролазила и все, да, ну, свободно, то есть, чтобы вас не терло тут в подмышке где-то. Но если вы хотите широкий рукав, вам лучше дырку оставить большую. Рукав можно, когда вы вяжете, сужать, можно расширять, это все тоже можно. Но удобнее, когда вы оставляете просто дырку нужного размера и вяжете прямо, никак нигде не напрягаясь. Вот, поэтому меряйте. И здесь, по такой же аналогии, как вот здесь, берете ниточку и просто вот так же сшиваете, смотря по рисунку. То есть вот первая клеточка, вот вторая, вот вторая. Все ровно, чтобы у вас сошлось. И точно так же делайте со второй стороны. И у вас получается вот так вот сшито сверху с двух боков и снизу с двух боков. Все, сшиваем тогда и встречаемся, провязываем вместе рукав. Вот мы связали верх с двух сторон и бока с двух сторон. Выворачиваем это все на лицевую сторону. Теперь вывязываем рукава. Все вот эти ниточки надо завязать на несколько узлов. И если они вам не нужны, если вы не хотите, чтобы они болтались, их обрезать все. Начинаем вязать рукав. Цвета вы комбинируете сами, как хотите. Тут не обязательно за мной повторять, как вам кажется красивым. Хоть одним цветом все вывязывайте, хоть разными. Завязываем узел, так же, как мы делали в начале, обычный узелок. Берем крючок. Вот наш шов под мышкой. Начинаем с дырочки, которая перед швом. Вот дырочка, потом шов, и началась эта сторона. Засовываем крючок. Вытаскиваем эту петлю через эту, да? Делаем 2 столбика подъема, как мы и вязали все наше вязание. Накид. И теперь в следующую дырочку, в следующую нашу вот эту, да, мы провязываем, как мы и вязали, все то же самое. Вот смотрите, там мы вязали по прямой туда-сюда, а здесь мы просто вяжем по кругу, вот так вот, весь рукав, в наши эти самые дырочки. Что здесь важно учесть? Первый круг вам нужно просчитать, сколько раз вы сделаете, чтобы на том рукаве сделать точно такое же количество. Потому что иногда бывает на одном рукаве дырочек вам кажется, что, к примеру, 20, а на другом вы делаете их 18, и тогда разной ширины рукав. То есть вот наша первая была. Чтобы не запутаться, где мы начали, у нас остался болтаться хвостик здесь. Соответственно, это начало. И вот мы также накид и по кругу провязываем весь наш рукав. Давайте довяжем до начала. Тут поднимаем все, чтобы четко понимать, да, где квадратик, где не квадратик. Подождите, я считать забыла. Нам нужно считать. 1, 2, это было 3. 4. Вот у меня последняя 21. И вот дырочка, из которой уже наш столбик первый поднимается. Вот хвостик, который мы завязывали. И вот эту последнюю я провязываю не в эту же дырочку, да, откуда мы первую начали, а уже вот сюда вот, в саму нее. И начинается второй круг. Точно так же, как вязали. Раз. И пошел второй круг. Смотрите, вам высоту кругов этих тоже нужно будет считать. Я специально оставляю длинный хвост. Только вы сейчас на него посмотрите и запомните, что вот хвостик, и над ним вот этот столбик, это первый ряд, а вот второй ряд, чтобы потом вы могли посчитать, сколько у вас рядов. Это нужно для того, чтобы вы высчитали ряды в одном рукаве и сделали во втором рукаве такую же длину рядов. Дальше, вот так вот по кругу вы сейчас вяжете, меняете цвет там, где нужно. Цвет вы меняете также вот со стороны этой веревочки, чтобы он у вас под мышкой менялся всегда в одном и том же месте. И вот вы вяжете отсюда, от плеча, да, от верха до сюда, и у вас идет более-менее ровно. Тут рука сужается, и рукав может показаться вам очень широкий. Если вы в какой-то момент захотите этот рукав сузить, то нужно будет в каждом кругу, вот смотрите, как делать. Вы делаете накид, и сейчас вы должны провязывать в этот квадратик следующий. Но если в каком-то моменте вы захотите рукав начать сужать, вы не вот сюда провязываете, пропускаете это место и провязываете сюда. И, соответственно, у вас станет меньше в кругу дырочек. И можно так начинать уменьшать, 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 и к низу вообще узкий рукав сделать.
То есть вы это уже сами смотрите. Если вдруг вам покажется, что рукав широкий, вы просто можете в ряду несколько раз так сделать. Я не знаю, смотрите, как красиво будет. То есть если нужно рукав уменьшить, вы не в следующую делаете, а через одну. Уменьшаете тем самым петли. Если наоборот, вы хотите, чтобы ваш рукав к низу расклешился и стал широким, то вы в одну эту ячейку провязываете раз, и потом в эту же ячейку еще раз сделаете, ну вот с накидом, мне просто это не надо, провяжите второй раз, да, поняли? И тогда у вас будет, наоборот, больше петель становиться и больше рукав, и шире рукав будет от этого. Вот, я сейчас по кругу буду этим цветом вязать, потом возьму следующий цвет и буду вывязывать ту длину рукава, которая мне нужна. И, соответственно, потом то же самое я сделаю со второй стороной. Вот, сейчас буду вязать, если вдруг еще у меня какие-то мысли появятся насчет этого, я включу, покажу. Довязала рукав, хочу показать, сколько у меня получилось. У меня 10 рядов вот такого цвета, 2 ряда блесток, 7 рядов вот такого цвета, 3 ряда блесток и 3 ряда пушистой пряжи опять. Итого получается 25 рядов рукав. Все, сейчас делаю второй рукав. И еще я хотела сказать, что вот я связала саму кофту, и мне она кажется коротковатой. Если я сейчас захочу ее удлинять, то я просто вот так вот по кругу буду ее провязывать, и все. То есть вы, когда сшили бока, вы можете спокойно сделать ее длиннее, просто провязав по кругу, аналогично, как мы сейчас вязали рукава. Плюс можно убирать петли, тут также уменьшать, чтобы она не широкая была, если вдруг она вам широкая оказалась, а начала сужаться, допустим. Просто там 5 петель провязали, шестую убрали, 5 петель провязали, шестую убрали. И она у вас постепенно начнет сужаться. То есть дальше смотрите. Основной принцип вы поняли, как вязать, а дальше уже, как вам нравится, сами вяжите. Вот, сейчас довяжу, решу, что делаю с длиной, и померю, покажу вам. Я довязала рукава, померила и поняла, что мне коротковато. Я хочу сделать ее подлиннее, поэтому, как вам и говорила, буду довязывать уже на самом изделии. Узелок. И еще я хочу ее чуть-чуть начать сужать, чтобы она чуть уже вот так становилась к низу. Поэтому после каждой 10-й петли я буду одну убирать. Ну, пока так попробую, посмотрю, как это выглядит, и потом, ну, если что, еще на следующем ряду что-нибудь уберу. В общем, пока эксперименты. То, что длиннее точно, вот то, что уже, сейчас посмотрим. Раз, два, и все. И поехали. Раз. Два. Три. 9. 10. Вот 10 провязала, да? Теперь делаю накид. И не вот в эту делаю дырочку, куда должна, а в следующую. Ой. Да, и особо, видите, никакой разницы здесь не видно. Но она стала уже. И дальше. 10. И опять одну пропускаю. После каждой 10-й я пропускаю в этом ряду. Потом померю, может быть, буду дальше там после каждой 5-й. Посмотрю. Сейчас пока так. Я провязала один ряд, померила и решила, что буду сейчас вязать еще 3 ряда. Всего у меня будет 4 вот таких рядов. И в каждом ряду я буду после каждой 10-й одну петлю убирать. Вы же можете мерить сами. И вот вы видите, что у вас там широко, и вы хотите оверсайз, оставляете так. Либо вяжете, да, там, ну, даже в начале, вот вы вяжете, увидели, что у вас от груди, допустим, стало широко, вы хотите, чтобы приталено было, можете начать уже там уменьшать. Ну, то есть это не важно, вы просто по своей фигуре и по своему росту смотрите, потому что кому-то и эта длина будет классно. У меня рост там 1,72 м, и мне, ну, чуть коротковато, и в целом я там хочу, чтобы она у меня была до талии. А сейчас она у меня под грудью заканчивается. Вот, поэтому уже дальше сами на себя ориентируйтесь, как уменьшить, как увеличить, я вам рассказывала. Я сейчас довяжу тогда
до той длины, которая мне понравится, и покажу вам, что у меня получилось. Смотрите, какая красота у нас получилась. Мне очень нравится, что она к низу немножко сужается и не болтается, как колокол. В этом беда многих сеток. Они к низу начинают расширяться и вот такими воланами становятся. Эта же сетка, вы сами видите, что сидит просто идеально. Еще раз хочу уточнить. Мы довязали вот до сюда изначально вместе. Потом 4 ряда пушистой пряжи я провязала и еще 2 ряда блесток. В каждом ряду после 9, 10 либо 11 петли я делала убавки. От чего это зависело? В первом ряду я делала убавку после каждой 10 петли. Во втором ряду, когда я доходила до этих убавок, там были такие дырочки чуть больше. И если бы я делала дырочку прям... И если бы я делала убавку прям под этими дырочками, была бы как бы большая дырка и большая дырка. И я делала убавку либо перед этой дырочкой, либо после этой дырочки. И все выглядело уже симметрично. Вот, поэтому все вот эти 6 рядов я убавляла после 9, 10 либо 11 петли. В общем, полный восторг. Мне она очень сильно нравится. У нее прекрасная вся эта текстура, она сидит шикарно. До новых встреч!